Сяо И, или маленькая Юи, поглотила пожирающее пустоту пламя. Да, это было не оригинальное пламя, занимающее второе место в рейтинге, а лишь его потомок. Тем не менее, этот потомок также обладал силой пожирания, это его уникальная способность. Что же произошло с Сяо И после добавления этого пламени пустоты? Многие спрашивали в комментариях, какую же способность получила маленькая Юи. Честно говоря, Сяо Яня ждал настоящий сюрприз. От неожиданности он даже раскрыл рот. Давайте это рассмотрим, а вначале поставьте лайк и напишите комментарии для поддержки ролика. Итак, каждая из небесного огня имеет свою особую способность. Пламя очищающего лотоса способно очистить почти все в этом мире. Ну а пламя пожирания пустоты имеет таинственное свойство поглощения, будь то доуци или чего помощнее. После сражения с залом душ Сяо Янь наконец смог провести время в культивации. У него было несколько месяцев перед тем, как отправиться в племя глубинных питонов. Кстати, предыдущий ролик на канале на 50 минут. Это вся арка фениксов и прорыва королевы Медузы в класс святого. Обязательно зацените. Было вложено много усилий, чтобы собрать все части воедино, и получился мега-гигантский ролик. Полная история без пауз. Так вот, Сяо Янь культивировал. Над его ладонью парила черная бусинка чрезвычайно черного цвета. Она выглядела как маленькая черная дыра. Казалось, что оно пытается втянуть в себя его душу. Прошло 3 месяца с момента битвы на Павшей горе. Всеми делами Альянса занялся Яо Лао. Учитель позволил Сяо Яню спокойно тренироваться одному. Сяо Янь проводил все свое свободное время на тренировках, а Сяо Сяо очень хорошо ладила с Цин Линь и Сяо Исянь, а также со своим дедом Сяо Ченем. Эти 3 месяца тренировок увеличили силу Сяо Яня. В настоящее время он стабилизировал мощь святого 5 звезд начального уровня. Техника сжигания уже эволюционировала до метода доуци класса Тянь, поглощая энергию с гигантской скоростью. Но главное преимущество пришло с маленькой Юи, которая во время битвы поглотила потомка пожирающего пустоту пламени. Он знал, что пожирающее пустоту пламя могло пожирать все что угодно, энергию или доуци, и было несравнимо властным. Сяо Янь задумался, если очистить этого потомка пламени, пожирающего пустоту пламени, мог ли получить его способность? Хотя эта способность не могла сравниться со способностями оригинального пламени, эта способность могла оказать существенный вклад во время тренировок. Поэтому Сяо Янь провел большую часть своего времени, изучая эту пожирающую силу. Наблюдения Сяо Яня его озадачили. Черная бусина сформировалась, как только маленькая Юи поглотила потомка пламени. Он ощущал в этой бусинке пожирающую силу, которая могла даже поглотить душу. Сяо Янь очень обрадовался, получив эту субстанцию, что содержала ту самую пожирающую силу. Если бы он мог получить эту силу, он, несомненно, смог бы тренироваться намного эффективнее. Но его радость длилась недолго, поскольку он обнаружил кое-что ужасное. Если бы эта бусина осталась в его теле, она бы постепенно проглотила всю имевшуюся его доуци. Более того, Сяо Янь ощущал, что эта бусина вместе с его доуци будет поглощать и его жизненную силу. Энергия, поглощенная силой пожирания, была чрезвычайно нечистой, и примеси в этой энергии слились вместе благодаря силе пожирания. Даже используя свое небесное пламя, было невозможно удалить эти примеси. Он не смог поглотить эту энергию. Какая противная штука. Выражение лица Сяо Яня сильно скривилось. Эта вещь была не только бесполезной, но и опасной. Судя по эффектам этой пожирающей силы, обычный человек не сможет наслаждаться подобной силой. Сяо Янь в разочаровании покачал головой. Он взглянул на черную бусину и уже собирался сохранить ее в своем кольце, как вдруг розовое пламя вырвалось из его руки. Появилась маленькая Юи. Ее рука обернулась вокруг бусинки, когда желание заполнило ее маленькое лицо. Что происходит? Сяо Янь был поражен реакцией Сяо И. Он хотел забрать у нее бусину, но маленькая Юи обняла бусинку, и на ее лице возникло сильное желание. Да, интеллект Сяо И рос, она даже уже могла произносить некоторые слова, но Сяо Янь впервые видел, как она что-либо просила. Сяо Янь мягко сказал: от бусины нет никакой выгоды. Хотя эта бусина содержала пожирающую силу, она не разделяла врагов и союзников. Тот, кто поместит эту вещь в свое тело, в конечном итоге постареет и будет становиться лишь слабее. Но маленькая Юи покачала головой.
Розовое пламя вспыхнуло из его тела и обернулось вокруг черной бусинки, после чего она насильно слила ее со своим телом. Она поглотила ее. Сяо Янь не остановил этот процесс. Маленькая Юй была огненным духом, лучше всех понимая последствия. Эта энергия слилась с телом маленькой Юи. Очень слабое черное пламя внезапно выскочило и направилось к ее голове. Сяо Янь и маленькая Юи могли ментально понимать друг друга. Маленькая Юи не паниковала и быстро сформировала огненную сеть, которая задержала черное пламя. После чего розовое пламя растворило пятнышки черного. После этого огненная печать лотоса на лбу маленькой Юи изменилась, и на ней образовалась черная линия. Полностью поглотив черное пятно, маленькая Юи внезапно протянула руку. Быстро образовалась невидимая пульсация. Энергия вокруг всего этого места стремительно собиралась в ее ладони. За короткое время энергия превратилась в пятицветный кристалл. Этот кристалл тут же поглотила маленькая Юи. Вот это да! Сяо Янь был ошеломлен. Когда энергия вошла в тело маленькой Юи, она быстро разделилась и будто без причины появилась в теле самого Сяо Яня. Как это возможно? Сяо Янь не верил. Он начал очищать эту чистую энергию и превращать ее в доуци, которая сливалась в его теле. Эта энергия, эта малышка в конечном итоге кормит меня ею. Глаза Сяо Яня наполнились радостью. Не очень чистая энергия превращалась в чистую, проходя через тело маленькой Юи, и большая часть этой энергии впоследствии возвращалась к самому Сяо Яню. Юева, маленькая Юи, гордо кивала своей головой. После поглощения энергии розовое пламя в ее теле, казалось, стало немного ярче. Кроме того, Сяо Янь смог обнаружить, что нынешняя малышка стала немного сильнее, чем раньше. Эта малышка действительно может тренироваться. Удивление вспыхнуло в глазах Сяо Яня. Эта пожирающая сила от потомка пламени пустоты позволила маленькой Юи поглощать энергию из окружающей среды, усиливая как себя, так и его. Представьте, что это значит. Сяо И в конечном итоге будет становиться все сильнее и сильнее, а Сяо Янь, который был связан с этой малышкой, соответственно, также поднимал бы свою силу. Таким образом, казалось, будто Сяо Янь получил дополнительную рабочую силу для ускорения собственного развития. Более того, это помощник, который не мог жаловаться или чувствовать усталость. «Кажется, я случайно получил бесценное сокровище», – почесал подбородок Сяо Янь. Ранее он не имел ни малейшего представления о том, как очистить потомка пожирающего пустоту пламени, но ему очень повезло, что маленькая Юи была способна принять эту уникальную способность, которая первоначально принадлежала пожирающему пустоту пламени. Так что да, Сяо Янь действительно получил способность пожирания, но энергия очищалась, проходя через маленькую Юи. Вот на что способен дух огня – слияние 6 видов небесного пламени. Напишите в комментариях, как вам такой результат и новая способность Сяо И. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.